Итак, друзья мои, доброе утро. С вами я, Олег, и мой канал Филимоныч Дальнобой. Продолжаю стоять в автосервисе. Уже стою с пятницы вечера, субботу, воскресенье, сегодня понедельник, и мне еще здесь стоять, походу, до завтра после обеда. Вот. Ну ладно, сейчас разговор не об этом. Разговор о том, что я хочу, вернее, хотел давно снять видео, напомнить ребятам и своим коллегам, как пользоваться тахографом в случае использования парома, поезда, то есть переправы какой-либо. Просто чтобы не забыть, и поскольку сейчас есть время, то я решил снять это видео. Итак, ребята, хочется сразу начать с того о работе тахографа. В зависимости от прошивки тахографа и самого тахографа, они делятся как бы на два вида. Первый, вы можете сразу узнать, выключаете двигатель, раз тахограф стал на кроватку. Выключили двигатель, тахограф не становится на кроватку, он остается на молоточках. Это очень важно знать, когда вы садитесь на новую машину, чтобы не получилось так, что вы в процессе отдыха, оказывается, стоите на молотках. Это очень важно знать. Также хочется еще сказать про варианты прошивок тахографа. Есть тахографы, которые при начале движения с парома автоматически снимают паром, а есть тахографы, которые это не делают, и вам нужно самостоятельно отключить функцию паром. Так, далее, следующий момент по паромам, поездам, по переправам. Будем называть просто паром, да? Бытует мнение, что если маленький переход на пароме, то не обязательно ставить положение тахографа в паром, переправа. Скажу так, это неправильно. Нужно ставить переправу паром и снимать ее, потому что особенно в тех случаях, когда у вас вы из одной стороны попадаете в другую. Это правильное действие, чтобы тахограф знал, что вы зашли на паром в Финляндии, а вышли с парома, там, скажем, в Швеции. Да, наверное, можно не ставить паром, если там у вас паром 40 минут, там 3 часа, да, в течение рабочего дня, и вы там не пересекаете границу, а сели на паром в одной стране и в той же стране сошли с парома. Можно сказать, что билет является там типа оправдательным документом, почему ты оказался в другой стране. Ну, потеряете вы билет, мало ли что где-то затерялся. Но так все видно. Зашли на паром, сошли паром. Это не трудно делать. Далее. Использование парома я делю на несколько вариантов категорий. Первый вариант, когда вы используете паром в течение рабочей смены, то есть у вас началась работа, вы ехали, заехали на паром, и в течение вот этого рабочего времени, рабочих суток, съехали с парома и поехали дальше. Это первый вариант. То есть, скажем, паром идет там менее 9-11 часов, да, так скажем. И то тоже есть нюансы. Ну, скажем так, что во время рабочей смены. Второй вариант, ребята, это когда вы в течение рабочей смены, например, да, заехав на паром, ставите паром и на пароме проводите либо сокращенную паузу 9 часов, либо 11-часовую паузу. Это второй вариант. Следующий вариант, это когда вы прерываете свою паузу, начатую до парома, потом паром, и достаиваете после парома. Либо начинаете ее на пароме и достаиваете после парома. Причем это касается всех пауз, этот вариант, кроме 45-ки, то есть ежедневная и сокращенная еженедельная, так называемая 24-ка. Последний вариант, это когда вы прерываете 45-ку. Если раньше было запрещено прерывать 45-ку для парома,
то теперь можно прерывать, но при одном условии, что паром идет не менее 8 часов. И общее правило для вариантов прерывания паузы: время отдыха, пауза, паром, пауза должна составлять не менее 11 часов. 11 часов, то есть, например, 2 часа вы стояли до парома, заехали на паром, проехали на нем. 8 часов вы должны съехать и отстоять еще 1 час. Также не забываем, что время заезда на паром и съезда с парома до паркинга не должно превышать 1 часа, и это время не входит в эту паузу. И при этом нужно соблюдать такое правило, что на кроватку сначала, с момента начала заезда на паром и съезда с парома, вы можете остановиться только 2 раза. То есть все манипуляции делаем аккуратно на молоточках. Остановились, двигатель не выключаем, если автоматически снимается молоточки, либо выключаем и сразу ставим молоточки. И еще достаточно важный момент, вернее очень важный момент, о котором, может быть, кто-то не знает, а может, кто-то забывает. Если у вас в рабочий день, в рабочую смену ожидается паром с прерыванием начатой паузы, то в этот день ваше общее рабочее время не должно превышать 12 часов. То есть в это время у вас ходят, соответственно, молоточки, кроватки, вождение, конверты. И с чего это складывается? Смотрите, 12 часов вы отработали. Час времени вам дается на заезд-съезд. И 11 часов вам дается на отдых, паузы, которая прерывается паромом. То есть в сумме как раз получается 24 часа. Это тоже достаточно важный момент. И если ему не следовать, то это достаточно серьезное нарушение. Ну а теперь давайте, я не буду показывать, потому что не хочу трогать чужой тахограф, что там и как делается. Расскажу на словах. Все, в принципе, очень просто. Я попытаюсь еще вставить титры, ну, может быть, в описании. Итак, ребята. Итак, ребята, первый случай. То есть вы заезжаете на паром в течение рабочих суток и пользуетесь паромом и съезжаете с парома. Итак, приехав на переправу, ставите кроватку. Каким образом? Либо выключаете автоматом, либо выключаете и ставите кроватку. Идете оформляться. Получили билет и начинаете следовать на паром. Поехали, заехали на паром, либо остановились, например, перед паромом, хотя в этом случае, это, говорю, не важно, потому что у вас паром в течение дня рабочего, да, поехали на паром, не выключая двигателя, включаем паром, выключаем двигатель, проверяем, есть кроватка или нету кроватки. Если не стало на кроватку, значит ставим кроватку. Следуем на пароме, и в зависимости от сколько идет паром, сами наблюдаем. Хорошо, когда паром идет более 3 часов, то в этот момент вы можете получить так называемую 3+9. То есть 3 часа отдыха, потом вы можете отдохнуть 9 часов, вам будет засчитано как полноценный отдых. Судно приходит в порт,
перед выездом вы снимаете паром, открываете страну и поехали. Это самый простой вариант. Следующий вариант, когда вы понимаете, что вам необходимая вам пауза будет на пароме, то есть неважно 9 часов или 11 часов, да, именно на пароме. У вас есть возможность 9 часов делать, значит отлично. А паром идет больше 9, отлично. У вас есть необходимо сделать 11 часов, и паром идет больше, чем 11 часов, значит отлично. Не то, что идет, а с момента вашей постановки на паром до момента съезда. Значит, в таком случае вы, заехав на паромную переправу, выключаете двигатель, проверяете кроватку, идете оформляться, оформили, садитесь в машину, начинаете движение на паром. Заехав на паром, вы включаете функцию паром при включенном двигателе, то есть при состоянии на молоточках. Закрываете страну, выключаете двигатель и проверяете, чтобы была кроватка. Как только паром приходит в порт, вы смотрите, сколько у вас времени, да? Ну, в данный момент, скажем, 9 часов, и вам нужно было сделать 9-часовую паузу. То есть получается, что вы закончили либо 11 часов, да? Ну, какая вам нужна была? Перед съездом с парома, значит, включаете двигатель, снимаете паром, открываете страну, ну, в данном случае новую смену, либо как можно назвать, и начинаете движение. Теперь перейдем к рассмотру ситуации, когда вам нужно прервать начатую паузу. Хочется посоветовать, что функцию выключения парома лучше все-таки делать вручную. Даже если ваш тахограф это будет делать автомат. Потому что не надо останавливаться, там открывать страну. Итак, первый вариант. Мы начинаем паузу до парома, заканчиваем ее на пароме. 11 часов в совокупности. Второй вариант. Начинаем на пароме, заканчиваем после парома. 11 часов в совокупности. И третий вариант. Начинаем до парома, продолжаем на пароме и завершаем ее после парома. 11 часов в совокупности. Опять хочется напомнить. На съезд и заезд не более 1 часа. Либо только, если нужен заезд, не более 1 часа. Либо только на съезд, не более 1 часа. Итак, поехали. Вариант. Начали до парома, завершили на пароме. Приезжаем на переправу. Закрываем смену, выключаем двигатель, проверяем кроватки. Если нет, ставим вручную. Идем, оформляемся, садимся в машину, ждем. Скажем, проходит 2 часа. Началась переправа, началась погрузка на паром. Включаем двигатель, поехали на паром. Заехали на паром, ставим функцию паром, выключаем двигатель, проверяем кроватки. Не стоят, ставим вручную. Идем отдыхать. 2 часа у нас было до парома. Время заезда-съезда не считается как пауза. Отдохнули мы там 9 часов 1 минута. Значит, у нас 11 часов уже есть. Садимся в машину. Перед выездом закрываем паром, открываем новую смену. И поехали. Второй вариант. Начинаем на пароме, заканчиваем на паркинге после парома. Приехали на переправу, выключили двигатель, неважно, кроватка там у вас или что, молоточки, в данном случае это не важно. Идем, оформляем, получаем билеты. При начале погрузки заезжаем на паром, остановились, включаем функцию паром, закрываем страну, выключаем двигатель, проверяем кроватки. Нет кроваток, ставим вручную. Идем отдыхать. 9 часов на пароме. Перед съездом парома ничего не делаем. Съезжаем с парома, в течение часа находим паркинг плейс, заезжаем на него, становимся, выключаем паром, выключаем двигатель, проверяем кроватки. Не стоит кроватка, ставим вручную. Достаиваем паузу до 11 часов, то есть, чтобы было 11 часов в совокупности. Открываем смену, поехали работать. И последний вариант. Пауза, паром, пауза. Совокупность 11 часов. Приезжаем на переправу, приезжаем на переправу, закрываем страну, выключаем двигатель, проверяем кроватку. Нет, так ставим.
Идем, оформляемся, все дела, ждем начала переправы. Скажем, 2 часа прошло в ожидании. Начинаем движение, здесь уже будет совокупность заезда и съезда, не более 1 часа. Заезжаем на паром, останавливаемся, включаем функцию паром, выключаем двигатель, проверяем кроватки. Если кроватка не стоит, значит ставим вручную. Идем отдыхать. Отдохнули на пароме 8 часов, надо съезжать. 8 плюс 2 получается 10, 1 час нам надо достоять. Ничего не делая, включаем двигатель, съезжаем с парома, успеваем в это время совокупность 1 часа на заезд-съезд, находим паркинг место, заезжаем на него, выключаем паром, выключаем двигатель, проверяем кроватки. Ставим кроватки, если они стоят, либо наслаждаемся сразу. Достаиваем паузу, открываем смену и поехали работать. То же самое, в принципе, вот эта же ситуация относится и когда вы стоите укороченную еженедельную паузу, то есть 24. Но здесь совокупность должна быть уже 24 часа. Теперь перейдем к 45-ке. Если раньше ее было запрещено прерывать паромом, то теперь разрешено. При одном условии, что паромная переправа, время нахождения на пароме, будет не менее 8 часов. То есть вы примерно представляете, сколько вам до парома, да, чтобы у вас время было так нормально. Конечно, хорошо приехать заранее на переправу, либо остановиться там как можно ближе. Но суть не в этом. Приехали, начали 45-ку, как обычно, закрыли смену, проверили стульчики, все, начали. Отстояли 10 часов, например. Даже, может быть, 20 часов вы отстояли, даже до 30 часов вы отстояли. Отстояли 30 часов. Начали движение в сторону переправы. Быстренько подъезжаете к переправе. Напоминаю, что ставить стульчики можно только 2 раза. Даже если вы выключили двигатель в этом случае, проверяйте, чтобы были молоточки. Молоточки, все, вперед. Оформляйте документы, садитесь и ждете. Но понимаете, что вот это уже идет время заезда. Это время заезда. Вы на молоточках, это время заезда считается. Поэтому нужно так внимательно к этому подготовиться, как можно позже подъезжать, либо чтобы вас раньше забрали. Началась погрузка на паром, ничего не делаете, двигаетесь на паром. Заехав на паром, ставите функцию паром и больше ничего не делаете. Включаете двигатель, проверяете кроватки. Нет кроваток, ставите вручную. Есть кроватки, наслаждаетесь. Идете на паром. Если вы до этого, например, отдохнули 30 часов, паром у вас идет 9 часов, значит 39, вам надо еще 6 часов достоять. Возвращаетесь в машину, перед съездом ничего не делаете, просто съезжаете, находите вот на это оставшееся время, а то, что было за час минус то, что было на заезд, паркинг, становитесь на паркинг, выключаете паром и ничего не делаете. Ждете, когда закончится 45 часов. 45 часов закончились, открываете смену, если вам надо, и поехали вперед. Итак, в завершении видео хочется напомнить основные моменты по использованию паромной переправы и корректной работы с тахографом. Вы должны не забывать, что если вы прерываете ваш отдых до парома, то суммарное время паузы до парома, паром, либо плюс еще после парома должно быть не менее 11 часов. Время на съезд и заезд дается не более 1 часа. В течение этого времени вы можете только 2 раза встать на кроватку. То есть желательно. Это должно быть при заезде на паром и при заезде на паркинг, где вы будете достаивать, если необходимо. Если у вас будет вариант использования паромной переправы при рывания вашей паузы, то в этот день ваше общее рабочее время не должно превышать 12 часов. Если вы пересекаете границу, то в обязательном порядке используйте функцию паром. Следующее правило: прерывание сокращенной еженедельной паузы 24-часовой возможно при таких же условиях, как и ежедневной либо сокращенной ежедневной паузы, но только нужно отстоять не 11 часов, а 24 часа. И прерывание еженедельной нормальной паузы 45 часов возможно только
при условии, что переход на пароме будет не менее 8 часов. И при этом, ребята, самое главное, чтобы у вас была каюта и питание. И желательно сохранять билет на паром. А на этом все. Надеюсь, кому-то поможет мое видео.